Здравствуйте, я Виктория Папшева и добро пожаловать в мою творческую комнату. В этом мастер-классе я покажу, как сделать интересный кулон с изображением совы и подвесками-перышками. Приступаем к работе. Раскатываю пласт полимерной глины светло-коричневого цвета. Сверху кладу бумажный шаблон формы будущего кулона. Прикатываю шаблон скалочкой, чтобы он хорошо пристал к глине. Ножом с острым лезвием вырезаю деталь по контуру шаблона. Вот что у меня в результате получилось. Раскатываю еще один пласт полимерной глины того же цвета. Теперь мне понадобится текстурный лист с имитацией рисунка кожи. Кладу текстурный лист на пласт полимерной глины и прикатываю скалочкой. Далее мне понадобится самодельный штамп с изображением совы. Как изготовить штампы своими руками, я показывала в одном из своих мастер-классов. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Слегка смачиваю штамп водой и кладу его на пласт глины с текстурой кожи. Хорошо прижимаю, чтобы рисунок равномерно отпечатался на глине. Вот что у меня в результате получилось. На заготовку, вырезанную по шаблону, накладываю пласт полимерной глины с рисунком. Слежу за тем, чтобы рисунок при этом расположился ровно относительно центра. Натягиваю пласт глины с фактурой кожи на заготовку. Делаю это очень аккуратно и стараюсь не повредить рисунок. Лишнюю пластику отрезаю и прижимаю край пласта глины с рисунком к заготовке. Посмотрите, что у меня получилось. Теперь мне понадобится отвертка с маленьким плоским наконечником. С помощью нее на кулоне я буду создавать имитацию машинной строчки. На одинаковом расстоянии друг от друга отверткой делаю оттиски, которые напоминают настоящие стежки. Вот что у меня в результате получилось. В верхнюю и нижнюю часть кулона вставляю штифты и вместе с ними отправляю кулон запекаться. А я тем временем займусь изготовлением перышек. Для этого мне понадобится силиконовый молд. Беру небольшой кусочек пластика и заполняю углубление. Хорошо прижимаю пластику к молду. Лишнюю глину срезаю. Обратная сторона перышка должна получиться ровной. После этого аккуратно достаю перо из молда. Маленькое перышко у меня будет темным, а большое светлым. В верхней части перьев иголкой делаю небольшие отверстия и отправляю перышки запекаться. Когда все детали запеклись и остыли, приступаю к тонировке. Наношу краску таким образом, чтобы она хорошо заполнила все углубления. Коричневой краской тонирую фактуру кожи, стежки, а также перья. Жду, когда краска высохнет, и стираю ее излишки влажной салфеткой, оставляя краску только в углублениях. Краской бирюзового цвета заполняю рисунок совы, а также тонирую большое перышко. Маленькое перышко тонирую краской телесного и белого цвета. Краской белого цвета заполняю также углубление на большом перышке. Жду, когда краска высохнет, и снова стираю ее излишки влажной салфеткой. Теперь приступаю к сборке. От штифтов откусываю лишнюю часть и приклеиваю их на суперклей. С помощью соединительного колечка к верхней части кулона креплю бейл. К нижней части кулона креплю концевик. В перышки вставляю колечки. Я подготовила 4 отрезка вощеного шнура разных цветов. Вклеиваю шнурки в концевик. На шнурок нанизываю бусинки. Вешаю перышко, а конец вощеного шнура прячу в бусине. Фиксирую шнур в бусинке с помощью суперклея. Лишнюю часть шнура отрезаю. Нанизываю бусинки и на другие шнурки. На конце шнура завязываю узелок. Лишнюю часть шнура отрезаю. Я решила повесить кулон на 2 толстых вощеных шнура. Продеваю их в бейл. Примеряю кулон на себя и отрезаю шнурки нужной мне длины. На концы шнуров креплю концевики. На один концевик вешаю карабин, на другой колечко. Застежка готова.
В результате у меня получился интересный кулон с изображением совы и подвесками-перышками. А если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал. Впереди вас ждут новые мастер-классы. До новых встреч!